Всем привет, друзья! С вами канал Power Device, и я хочу поговорить с вами о смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco. В ролике будет показано, как на MIUI 14 правильно настроить расход заряда батареи с помощью фоновых подключений. Но если на вашем смартфоне Xiaomi, Redmi и Poco какая-то другая версия MIUI, то вам эта видеоинструкция также подойдет. Просто я это тестировал на своем смартфоне Xiaomi с MIUI 14. Итак, друзья, нам нужно зайти в приложение «Безопасность». Спускаемся ниже, находим «Передача данных», заходим в этот пункт. Открываем «Сетевые подключения», нажимаем три точки, «Фоновые подключения». Дело в том, друзья, что в этом параметре очень много фоновых процессов и системных приложений. Многие из этих процессов и приложений используют трафик, когда вы об этом даже не догадываетесь, то есть в фоновом режиме. Такие настройки я уже проделывал на своих Xiaomi с MIUI 13, когда она только приходила. Но с последующими крупными обновлениями эти настройки могут слетать. Так что мы сейчас вместе с вами проведем настройку. К слову, добавлю, друзья, что сейчас я опять запустил все фоновые процессы, которые отключал. Но до этого я тестировал их 3 дня. И тогда я отключал все фоновые процессы и приложения, которые можно и нужно отключать. Некоторые из этих приложений, которые я отключал, я знал, что они делают в фоне, а некоторые я изучал, в том числе и на зарубежных форумах. Поэтому каждый процесс и приложение, когда мы будем отключать, я вкратце буду рассказывать, что оно делает в системе нашего смартфона. В общем, вы вместе со мной можете отключать каждый фоновый процесс, который я вам буду показывать. Это сократит расход вашей батареи на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco. Также, друзья, в конце видео еще покажу одну фишку со звонилкой. Так что внимательно досматривайте ролик до самого конца, чтобы сделать все правильно. Ну а мы начинаем. Итак, возвращаемся в настройку фоновые подключения. Всего будет 13 приложений, которые нам предстоит отключить. Вы можете искать их вот здесь через поиск. Еще отмечу немаловажный момент, что после проведения всех этих настроек они не слетают после перезагрузки, что радует. Итак, начнем, пожалуй, с самого известного приложения пользователям Xiaomi. Это MSA. Отключаем его. Приложение относится к сбору данных и рекламе. Следующее приложение, которое нужно отключить, называется FIDA UA F1.0. Используется оно как аутентификатор на каких-то сайтах, то есть пароли, отпечаток пальца и так далее. Друзья, внимание, вы должны понимать, что в этом меню мы вовсе не отключаем эти приложения, а просто запрещаем им работать в фоновом режиме. То есть, когда вы пользуетесь смартфоном, если этому приложению нужно будет запуститься и что-то выполнить, оно будет запускаться в нужный момент, а в фоновом режиме оно не будет работать. Именно это мы и запрещаем. Идем далее. Android System Web View. Выключаем фоновое подключение этого приложения. С помощью этого приложения показывается содержимое веб-сайтов. Опять же, фоновое подключение нам здесь не нужно. Также многим известное приложение Analytics. Как и процесс MSA, оно относится к сбору данных и рекламе. Следующее системное приложение под названием CACR App. Также его выключаем. Оно просматривает и отслеживает сертификаты посещаемых сайтов. Config Updater отвечает за обновление конфигурации Google сервисов. Как и во всех предыдущих, фоновый процесс нам здесь не нужен. Pack Processor. Данный процесс нужен для работы сайтов через прокси-сервер. Интернет-фильтр Verification Service. Сервис для проверки ссылок. Его фоновое подключение также можно снять. Mobile Device Information Provider. Насчет этого приложения, как и некоторых других, нашел информацию на зарубежном форуме. Там было сказано, что оно предназначено для связи с серверами Amazon. То есть, по большому счету, данное приложение вообще не нужно для российского рынка и стран СНГ. Также, друзья, смотрите, что насчет приложения Chrome. Сделаем шаг назад, еще один, еще. Зайдем в заряд. Спускаюсь немного ниже. Друзья, смотрите, приложение Chrome буквально 3 дня назад у меня было немного выше. То есть, оно было одним из самых разряжаемых телефон-приложений. После того, как в фоновых подключениях я его отключил, оно стало потреблять меньше энергии, это факт. Вы также можете зайти в параметры своей батареи и посмотреть, если приложение Chrome разряжает ваш смартфон, то смело отключайте его здесь вместе со мной.
Идем далее, и следующее приложение, которое нам нужно отключить, называется Proxy Handler. Это системное приложение для работы с IP-адресами. Location Services Android определяет местоположение пользователя и передает его другим приложениям. Его фоновое подключение можно деактивировать. Meta App Manager – утилита для работы с обновлениями приложений компании Meta. Это Facebook, Instagram, WhatsApp и так далее. Снимаем данную галочку. Также, друзья, в приложении безопасности я снова зайду в заряд. Расход нашей батареи. Посмотрите, рабочий стол MIUI находится на втором месте по расходу батареи. Я, конечно, сомневаюсь, что рабочий стол в фоновых подключениях использует какие-то ресурсы. Но все же это оболочка MIUI, и Xiaomi могли внедрить в него какую-то отправку данных в фоне. Поэтому на всякий случай я его отключаю. Теперь из фоновых подключений делаем шаг назад. Еще раз и снова в них заходим. 3 точки, фоновые подключения. И смотрим, вот здесь в отключенных у нас должны отобразиться все наши приложения, которые мы отключили. В основном это фоновые процессы и системные приложения. Сейчас будет бонус, который я обещал в конце видео. Ну а я хочу добавить, что все эти приложения остаются отключенными даже после перезагрузки ваших смартфонов. Также, друзья, я оставлю ссылку в описании к этому видео, где на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco, если у вас установлен процессор Snapdragon, я отключал одно приложение, которое также сильно расходует вашу батарею. Можете плюсом к этому видео отключить еще ту настройку, если вдруг этого еще не сделали. Ну а мы переходим к бонусу. Пока фоновые подключения сворачиваем. Недавно на своем канале я выпускал ролик, как в звонилке Xiaomi сделать вот такое уведомление, когда вы ее сворачиваете. Это уведомление очень полезное. Вы можете пользоваться смартфоном и при этом управлять своей звонилкой. Сейчас внесу дополнение к тому видео. Чтобы все это реализовать, зайдите в Play Market. В поиске пишем телефон, заходим в телефон Google. Здесь нажимаем «Удалить все обновления». Если у вас будет кнопка «Удалить», также ее нажимаем. Она не удалит ваш телефон, а удалит последние обновления бета-версии, которые, кстати, нам абсолютно не нужны. И у вас останется полноценная звонилка от Google. Нажимаем 3 точки. Снимаем галочку «Автообновление». Далее Play Market можно закрыть. Удерживаем на звонилке «О приложении». Убеждаемся, что у нас здесь нет никаких обновлений, если что, удаляем их еще раз. На данном этапе у вас уже появится вот такое уведомление, которым вы сможете управлять во время использования телефона, что очень удобно. Но я заметил, что у многих приложение «Звонилка» принудительно обновляется, даже если вы отключаете в Play Market автообновление. Поэтому вернемся в фоновые подключения, находим приложение «Телефон», это оно и есть, звонилка, и отключаем ему возможность доступа к интернету в фоне. Теперь, друзья, ваша звонилка не должна обновляться сама собой. Также дополнительно, если удержать на ней «О приложении», можно зайти в сетевые подключения и снять эти галочки. Тогда это приложение вообще не будет использовать мобильный интернет. Но я эти галочки у себя не отключал. У меня помогло фоновое отключение. Друзья, не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали. У меня выходит много интересных и полезных роликов. Также, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Задавайте свои вопросы в комментариях, постараюсь помочь. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.